Рынок AirTag и мини-камеры в Китае в этом году набрал сумасшедшие обороты. Миллионы трекеров по $1 за штуку прямо сейчас летят на рынки всего мира, чтобы вы купили его за 15 на любимом маркетплейсе. Детские брелки, камеры на ошейник собаки, трекеры, которые сразу шлют сообщения, когда рвут сумку вашей жены, например. Это тот самый тренд, который большинство бизнесменов просто проспят. Сегодня я покажу вам, что именно сейчас взрывается на Global Sources и на каком этапе реально можно заработать. Погнали! Обрати внимание, очередная компания, которая продает мини-фотоаппараты. Какая цена? Цена $3,5. 3,5. $3 стоит вот такой вот фотоаппарат с экранчиком. SD-карту вставляешь. How many... Какой у вас объем продаж этого товара за месяц? Product in 1 month. Это секрет. 1 миллион? Не так много. Not so many. Но у вас огромный стенд. Ладно, рядом. Рядом? Но я же знаю, сколько это стоит. Это сейчас трендовый товар? Да-да, очень многим молодым людям нравится это. Маленьким детям тоже нравится. Хорошо, как им пользоваться? Как оно работает? Очень просто. Делаешь фото, делаешь видео, если хочешь селфи. Да. Как говорят, знаешь, есть тюремный микрофон, так и тюремная камера. А вот эта штука для животных. Смотри, а эта камера можно вешать на животных, на кота, на собаку и смотреть, как твой кот бегает, короче, по улице, представляешь? Я думаю, многим хозяевам это понравится, за таким понаблюдать, где бывает его кот и с кем он там трется. Какая цена? 1 юань? Как скажешь. Походу, я сказал дороже, чем она стоит. Где твоя фабрика? Шэньчжэнь? Нет, недалеко от него. Какой город? Хуэ. Окей. 2 километра. Дай мне свой Вичат. Хорошо. Сколько здесь, посмотри. И у этого чувака целый бизнес на этом. И он снял 3 стенда, чтобы презентовать это все. Чем ты занимался до этого? Я занимался камерами. В прошлом. Окей. Да, я присвятил свою жизнь камерам. Мини-камерный большой босс. Ребят, смотрите, какая прикольная штука. Значит, светоотражатель, а в него встроен AirTag. Стоит $5. Также AirTag встраивают и в звоночек. То есть ты визуально не видишь, что здесь AirTag. Да, и человек, который у тебя украл велосипед, может не знать, что внутри AirTag. Либо от светоотражателя, либо звоночка, либо, кстати, даже в замочке тоже встроен AirTag. И можно спокойно найти свой велик. Ну или, конечно, тот человек, который уже посмотрел это видео, будет знать, что ему нужно снимать и звоночки, и светоотражатели с велосипеда. Смотри, очередной. Какой это уже там 15-20 стенд только на этой выставке, где они выставляют AirTag. Тренд? Ну, понятно, что тренд. Кошелек тоже с AirTag. Замки с AirTag. Вот эта прикольная штука для чемодана тоже с AirTag. Отслеживать, прилетел твой чемодан в самолете или нет. Для карточек штучка такая с AirTag. Смотри. Такой кошелечек для очков на магнитике. И тоже со встроенным AirTag. Если у кого-то дорогие очки, то есть, представляешь, какое количество фабрик переориентировались, сейчас занимаются этими AirTag'ами разными. Смотри, есть такие даже наборчики они делают, смотри. У тебя коробочка, и ты можешь бросить это куда-то, например, допустим, в самокат. И такой... То есть каждый может найти свое применение. То есть такая коробочка и сразу ищет AirTag. Для многодетных семей, чтобы не забыть. 7, 8, 11 лет. Привет, у вас есть образец? Образец? За каждый образец надо заплатить. Сколько? $3,5. Дорого. 2.5. AirTag. Явно такая штука, которая нужна всем. И детям, и взрослым, там, и в работе, в бизнесе, и в быту. То есть это максимально массовый продукт. Какие самые успешные продукты? Вот максимально массовые. Чем более массовый продукт, тем более он успешный. Типа, потому что рынок сбыта вот.
AirTag это такая недооцененная штука, потому что у нас сейчас не трекается ни хрена, можно сказать. Любая вещь, которая стоит больше $50, она должна трекаться. Я по $1,5 купил AirTag. Это ж они что-то заработали еще. И я думаю, там не 5% заработали, да? То есть давай так. Ну пусть $1 возьмем, типа там этот AirTag как бы будет стоить спустя полгода, может и 50 центов. Если трекинг любой вещи стоит 50 центов, да, ну то есть у любой вещи стоимостью от $50 должен быть трекинг. Велосипед взрослый, велосипед детский, самокат, камера, фотоаппарат, рюкзак, кроссовки Dior. Ну то есть любая вещь, ну, должна трекаться, это нормально, но технологии не стоят на месте. И если ты забыл, где стоят твои кроссовки, то ты просто заходишь в телефон, нажимаешь на кроссовки, и у тебя сигнал срабатывает, и ты видишь, где они находятся, да? Вот, они взяли и прибежали. Вот я реально вижу такой сильный тренд в том, что в 2030 году будет трекаться все. Ну, типа, если это стоит $0,5, это будет трекаться все. Видишь, как искусственный интеллект работает? Я и сам пока с ним не могу разобраться. Восстание машин происходит. А выключись ты уже. Все. Смотри, прикольную штуку китайцы продают. Это персональная сигнализация. Особенно, говорит, для женщин популярна. То есть, когда ты отсоединяешь, получается, срабатывает очень сильный звук. 125 дБ. Свет 4500. Короче, начинает сильно орать и показывает GPS-позицию. Приходит уведомление тому, кому там ты, как бы, к чему ты, кому надо, приходит уведомление. И с этим человеком сейчас происходит какой-то форс-мажор. В какой стране больше всего покупают этот товар? Германия. Германия и также Великобритания. Интересно, почему? Почему? Я думаю, потому что в Украине популярен, нет? Я не уверена. Потому что у нас нету там представителя. Возможно, вы будете первым? Я могу быть первым, короче, в Украине, кто может купить этот продукт, а в Германии, Англии, говорит, это очень популярно. Ребят, напишите в комментариях, почему там менее безопасно, чем в Украине. Почему там это популярно, а в Украине нет. $4, короче, стоит такое устройство с GPS, с сигнализацией. Если вдруг что-то случилось у человека, особенно для женщин, говорит, актуально, нажимаешь кнопочку, и нужному человеку приходит уведомление с геопозицией, где человек находится, чтобы вовремя подлетели вертолеты, так сказать. Ну что, нажимаем. So you're recording a video? Подождите! Теперь надо купить, получается. Nice. О, very nice. Вот GPS-трекеры для собак, смотри, продают. Вот такие вот ошейники. Сейчас узнаю у нее, сколько он стоит. Сколько стоит? Именно этот $26,5. Потому что у нас есть приложение, You have APP. и вы можете отслеживать в реальном времени. А, хорошо. В реальном времени или как AirTag? В реальном времени, но если разряжен, то будет работать как AirTag. It's GPS or Yes. GPS? Yeah. И сколько часов работает? 9 дней. 9 days. Yeah. 9 дней работает, $26 стоит. Вот этот GPS-трекер вместе с ошейником для собаки. Вот такой вот интересный продукт. И можно в онлайне наблюдать. То есть оно работает не как AirTag, а именно прям в онлайне можно наблюдать, где находится твоя собака. Что-то с собакой пошло не так. Так хочет Господь Бог. Я надеюсь, этот GPS-трекер не был сгенерирован нейросетями, так как это собака. Что случилось с этой собакой? Это просто фото. Ему не нравится. He sort of like it Точно нравится. И еще там встроенный фонарик. inside. А, Light. Yeah. light, окей. А это что? Это магнит. Magnet. Вот, его можно прицепить сюда. Бля, прикольно, слушай. Это на велосипед? I think no problem. No? Прикольно? Можно повесить на мопед, на мотоцикл или на такую штуку. Но вот, если честно, на мотоцикл, не знаю даже. Нормальный вариант. Разбить телефон или нет? Напишите в комментариях.
У нас еще не залетели эти темы. То есть их нельзя назвать сейчас такими, знаешь, что все, туда заходить не стоит, потому что рынок переполнен. Вот в Украине точно не переполнен рынок, например. Первое, на миникамерах. Миникамер мы прям сегодня, десятки стендов видели, десятки фабрик. И там фишка ж не в камере, а в винтажности. И то, что это больше не камера, а брелок. То есть брелок на сумку, как лабубу. И вот они через этот брелок на сумку, как лабубу, подошли, так сказать, и продают сейчас, вот сколько мы спрашивали, там, одна фабрика говорит, сколько там, 100 тысяч в месяц, 10 тысяч только одной модели. А этот, мужик, который собственник фабрики, говорит, ну, приблизительно, я говорю, около 1 миллиона штук в месяц продаешь. Он говорит, ну, примерно где-то так. Ну, то есть 1 миллион камер в месяц. И это только одна фабрика. А представь, сколько этих фабрик еще здесь и не было. То есть это явно тренд, который вот движется, и типа, кому нужны камеры, если есть телефон? Через брелок. Просто прикольный брелок. Ну реально, прикольный. Вот даже моя жена себе повесила на сумку этот брелок. Прикольно. Вот так выглядит тренд, который большинство бизнесменов просто проспят. Мини-камеры или AirTag за копейки в Китае. И нормальная маржа в Украине и странах Европы. Кто успеет, тот и заработает. Дальше будет еще горячее. Роботы и технологии будущего на HKTDC и INNOX. Подписывайся, чтобы не пропустить. Кайшево.